Я рада приветствовать вас на нашем канале, друзья. И сегодня предлагаю рецепт оригинального и очень вкусного торта. В приготовлении торт не сложен, но безусловно достоин стать украшением любого праздника. Для выпечки бисквита я использую кондитерское кольцо 20 см в диаметре. Ставлю его на пергамент. Можно готовить и в разъемной форме. Духовку разогреваю до 175 градусов. К просеянной муке добавляю четверть чайной ложки разрыхлителя, четверть чайной ложки соды, щепотку соли, по четверти чайной ложки корицы, молотого мускатного ореха и молотого имбиря, а также цедру половины небольшого апельсина. К натертой на мелкой терке моркови добавляю 35 мл растительного масла. Крупное яйцо взбиваю с сахаром до пышной светлой пены. Сахар должен полностью раствориться, а на поверхности массы оставаться хорошо различимый рисунок. И теперь частями ввожу морковь с маслом и сухие ингредиенты. Вводите аккуратно лопаткой. Если будете делать это, как я, венчиком, то движения должны быть осторожные, чтобы не осадить яичную массу. Идею данного торта я увидела у Виктории Мельник в книге «Чизкейк внутри». Рецепт переделала под свой вкус, ну и итоговый результат вы увидите в конце ролика. Тесто сразу выкладываю в форму или кольцо, разравниваю и отправляю в духовку. Примерное время выпечки 20-25 минут. Проверять, как обычно, зубочисткой или деревянной шпажкой. Она должна быть сухой. Бисквит готов. Через 20 минут я его проверила, зубочистка была сухой. Я снизила температуру духовки до 150 и оставила его в ней еще на пару минут. Лучше всего дать ему немного остыть на решетке. А пока можно сделать карамель. Для этого разогрейте на плите сотейник с толстым дном. Насыпьте в него сахар. Если площадь дна небольшая, можно делать это в несколько приемов, по мере плавления сахара. Когда сахар внизу начал плавиться, можно аккуратно его помешивать. Нужно нагреть сливки. Или на плите, или в микроволновке, как удобно. Самое главное, чтобы к моменту готовности сахара, то есть превращения его в карамель, сливки были горячими. Все время регулируйте нагрев, поднимайте сотейник с плиты, покачивайте, уменьшайте, увеличивайте интенсивность, чтобы сахар у вас не горел, а плавился равномерно. И когда сахар готов, можно понемногу вводить горячие сливки. Очень аккуратно и постепенно. Самое главное, во время введения сливок все время интенсивно мешать. Мешать, пока идет пенообразование, и когда уже закончилось, тогда не образуются комки. Но если они все же вдруг у вас образовались, прогрейте карамель, помешивая, и они разойдутся. Но очень долго карамель не варите, иначе выпарится много жидкости, и она потом будет слишком густой. Когда карамель стала гладкой, добавьте в нее щепотку соли и перемешайте. После этого нагрев выключите и дайте карамели остыть хотя бы до 60-70 градусов. Когда форма остыла, что можно ее касаться, вырежите бисквит из кольца и оставьте на решетке до полного остывания. В остывшую карамель добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и хорошо его перемешайте до однородности. Все то же самое можно сделать и блендером. У вас должна получиться красивая, блестящая, однородная карамельная масса. Для чизкейка разъемную форму 20 см я застелила пергаментом, а ее бортики смазала сливочным маслом. К сливочному сыру комнатной температуры я добавляю карамель, яйцо и все перемешиваю на минимальных оборотах миксера или ручным венчиком. Следите, чтобы сыр хорошо размешался и масса была однородной. Последними добавьте сливки и еще раз все хорошо перемешайте. Окончательно промешайте лопаткой, чтобы убедиться, что масса однородная, нигде не осталось карамели или непромешанного сыра. Выложите сырную массу в подготовленную форму. Разровняйте. Форму отправляю в духовку, температуру снижаю до 130-120 градусов. Примерное время выпечки 50-60 минут. Чизкейк не должен быть плотным, серединка его должна подрагивать. Остывший морковный бисквит я выкладываю на пищевую пленку
заворачиваю и убираю в холодильник. Там он будет ждать своего часа. Чизкейк готов, у меня прошло 50 минут. Если форму потрясти, то он будет подрагивать как пудинг. Вот это и есть нормальная степень готовности. Теперь нужно дать ему полностью остыть и убрать в холодильник как минимум часов на 6. Есть в этом торте такой ингредиент, как пралине. Правильнее сказать пролан, потому что пралине это все-таки паста. Для его приготовления я в духовке обжарила фундук при 160 градусах 10 минут и затем очистила его от кожицы. Выкладываю его на пергамент. Если техника у вас не очень мощная, орехи можно предварительно измельчить, хотя бы ножом. Разогреваю на плите сотейник, высыпаю в него сахар и растапливаю его. В принципе, без пралине торт тоже будет очень вкусным. Так что, если вы не любите орехи, можете его не готовить. Регулируйте нагрев и покачивайте сотейник. И когда сахар весь расплавился и приобрел такой красивый карамельный цвет, выключите нагрев и вылейте его на орехи. Ничего не делайте, просто дайте ему остыть и застыть. Когда сахар хорошо застыл, поломайте его и сгрузите в блендер. И измельчите его в крошку. Лучше это делать в режиме пульс. Конечно, те, кто не любит орехи, этого не поймут, но все любители орехов просто обожают пралине. Приготовлю заварную основу для апельсинового крема. И для этого в сотейнике смешаю крахмал с сахаром. Сюда же добавлю яйцо. Если у вас есть оставшиеся желтки, используйте 2 желтка. На желтках крем всегда вкуснее. И сюда же выливаю апельсиновый сок. Все ставлю на плиту и на небольшом нагреве при непрерывном помешивании довожу крем до кипения и загустения. Когда крем закипел, прогрейте его минуту-полторы и выключайте нагрев. После этого дайте ему остыть до комнатной температуры, а чтобы сверху он не заветрился, накройте пленкой в контакт с поверхностью. Взбиваю сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сахарную пудру и взбиваю все вместе. На небольших оборотах промешиваю заварную основу. Добавляю к ней сливочный сыр комнатной температуры и перемешиваю все вместе. Перемешиваю хорошо, до однородности, чтобы размешался весь сыр. Обороты большие я не делаю. И теперь соединяю обе эти части. Перемешаю миксером на самых малых оборотах, только для того, чтобы обе части крема соединились. Как только масса стала гладкой и однородной, миксер выключаю. Вот такая должна быть текстура этого крема. Воздушная, нежная, гладкая. Накрываю крем пленкой и убираю в холодильник. Там он должен провести не менее 2 часов. Или находиться до сборки торта. Можно приступать к сборке торта. Достаю бисквит, укладываю его на подложку или сервировочную тарелку. Сверху наношу апельсиновый крем. Поменяю дислокацию для удобства. Посыпаю этот слой пралине. Достаю чизкейк. Аккуратно пройду по периметру. Немного подровняю его края. Аккуратно выкладываю чизкейк сверху. По периметру нанесу крем. Немного крема на поверхность. Верх и бока обрабатываю пралине. Остатки крема выкладываю в кондитерский мешок. Насадка любая, какая вам больше нравится. Я взяла обычную открытую звезду. И отсаживаю крем сверху. Морковный бисквит, карамельный чизкейк и апельсиновый крем. Плюс крошка пралине. Все вместе эти слои дают очень интересное сочетание. Торт получается необычным и очень-очень вкусным. Может, разрез и не такой эффектный, как у муссовых тортов, но поверьте мне, этот десерт стоит того, чтобы его приготовить на любой праздник. Вот такой морковно-карамельный торт с апельсиновым кремом у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита!
Благодарю вас за просмотр. И если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им в социальных сетях. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.